Здравствуйте, дорогие гости канала «Жизнь женщин». Давайте обсудим, как вы проводите свой день. Сколько времени вы сидите перед телевизором, компьютером или смотрите на экран телефона. Даже в поезде многие глядят не в окно или по сторонам, а общаются со смартфоном или смотрят на монитор в вагоне. Информационные технологии– это и хорошо, и плохо. Понятно, что слишком долго смотреть в эти плоские экраны не стоит. Об этом нужно задуматься людям за 60 и тем, кто не сразу может отреагировать на внезапный вопрос. Хочешь не хочешь, а телевизор и правда занимает особенное место в жизни пенсионера. Трудно представить вечер без новостей или какой-нибудь развлекательной программы. Порой он вещает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Возникает закономерный вопрос. Сколько смотреть телевизор, чтобы без всяких для себя побочных эффектов? Оказывается, и без этого можно прекрасно провести время и в полной мере наслаждаться жизнью на пенсии. Вот что пишет Галина. Свои 60 с плюсиком полностью отказалась от просмотра телевизора. Еще до 50 можно побаловать себя какой-нибудь развлекательной программой. Но потом лучше перестать смотреть его вообще. В моем возрасте от телевизора нет никакого толку. Ничего нового никто из нас, пенсионеров, там уже не научится. Я вообще считаю, что регулярное смотрение телевизора заставляет наш мозг быстрее деградировать. Одно время было ощущение, что я глупею. Я тогда рассматривала телевизор как способ развеяться, чем-то себя занять, скрасить одиночество. Но чтобы подчеркнуть действительно полезное или приятное, то нет. Ну, увлеклась от суеты, но суета-то никуда не делась. Вот и получается, что мы проживаем судьбы людей из телевизора, забывая о своем, о том, что на самом деле является самым важным и главным. Зачем тебе или мне чья-то чужая жизнь, если есть своя? А еще меньше двигаемся. Все движение– это сбегать на кухню во время рекламы и что-то съесть. Так и лишний вес добавляется. Все это нам ни к чему. Лучше я займусь чем-нибудь другим. Можно делать столько всего более значительного. Встречаться с родными, завести новых друзей, проводить время на воздухе, путешествовать, читать или просто выпить чашечку горячего чая. Если нужна какая-то информация, я просто нахожу ее в интернете. На телевизор просто не остается времени. Как показали наблюдения, память и сообразительность заметно ухудшились даже у тех, кто тратил на просмотр 3,5 часа в день. В среднем когнитивные способности этих людей стали на 32% хуже, чем у их сверстников. У тех же, кто смотрел телевизор постоянно, ситуация оказалась еще хуже. Острота памяти и цепкость ума снизились почти в 2 раза. Кроме того, есть и побочные факторы, влияющие на работу мозга, в том числе и то, что сидячий образ жизни крайне плохо сказывается на состоянии сосудов головы и работе сердца в целом. Современное телевидение устроено так, что зрители постоянно испытывают стресс из-за сцен насилия или других неприятных эпизодов. Это ведет к постоянной выработке гормонов, негативно влияющих на работу мозга. Телезрители воспринимают информацию исключительно пассивно, почти никак не взаимодействуя с телевизором. При личном же общении или в интернете человеку постоянно приходится формулировать запросы и озвучивать мысли, что может укреплять память. Выводы делайте сами. Из-за чего ухудшается интеллект? Самый верный способ создать кому-либо проблемы с интеллектом– не давать ему вообще никакой информации. Если привязать человека к стулу и заставить его целый день смотреть в стенку, что с ним будет? Не пройдет и недели, как он потеряет способность нормально мыслить. А если на этой стене повесить телевизор? Думаете, ничего страшного? Ведь в мозг будет поступать информация.
И многие действительно ставят своих родственников в такие условия. Типичный пример – это пожилые люди за 60, у которых не очень хорошо работают ноги и спина. Вот если бы члены их семей ходили с ними гулять, позволяли им помогать по хозяйству, но этого не происходит, потому что молодым некогда. В итоге бабушки и дедушки мало двигаются и проводят все свои дни перед телевизором. Но информация из телевизора – это лишь картинка на экране. Пожилым людям крайне не хватает сигналов от других органов чувств. Они не могут полюбоваться природой, понюхать цветы, поласкать животных. А что, если заменить телевизор на компьютер? Добавляется возможность нажимать на клавиши, получать только ту информацию, которая тебе необходима. Вы думаете, что теперь все в порядке? Да, мы воспринимаем информацию зрительно и на слух, размышляем, но компьютер, как и телевизор, мало способствует нормальному функционированию мозга, а многие годами ведут именно такой образ жизни. Нашему мозгу нужно воспринимать объемные предметы. Большая часть информации поступает к нам через зрение. Когда мы смотрим по сторонам, чтобы собрать информацию, активно работают не только глаза, меняется вся мозговая система, связанная с ее получением. Вспомните ситуацию, когда к вам издалека обратился человек. Не поймешь, что именно он говорит, когда ничего не видно. Но если сфокусировать на нем взгляд, то расслышать уже можно. К слуху подстраивается чувство дистанции. Попробуйте вспомнить момент, когда вы заметили вдалеке свою собаку. Вы воспринимали ее только зрительно, но услышали ее громкое дыхание и представили себе жесткую шерсть на передних лапах. И почувствовали себя спокойно, когда потом подходили к песику, гладили его, а созданный в вашей голове образ совпал с реальным ощущением. Наш мозг не находится все время в пассивном ожидании информации, а сам активно идет ей навстречу. Он переключает внимание на нужный объект и старается воспринять информацию как можно полнее, с использованием всех 5 чувств и воображения, чтобы восполнить нехватку данных. И глаза – это ключ ко всему этому процессу. Тренируйте мозг с помощью зрения. Старайтесь хотя бы раз в час делать небольшую гимнастику для глаз. Посмотрите по сторонам, вверх-вниз, наискосок. Используйте их способность фокусироваться. Посмотрите в окно, на отдаленные постройки, на небо и облака. Задержите взгляд на пролетающем самолете. После того, как вы посмотрели вдаль и позволили немного поработать своему воображению, сконцентрируйтесь на очень мелких объектах. Глядите с прожилки листьев, посмотрите, как копошатся муравьи. Это вызовет небольшие изменения в мозге, и мысли потекут более плавно. Старайтесь выходить из дома и по возможности немного гулять. На улице постоянно приходится смотреть по сторонам. Выделять по часу в день на такой мацион вполне достаточно, чтобы обеспечить глазам движение. Говорят, что в крупных городах природы совсем не осталось. Но если постоять и внимательно послушать, то можно уловить голоса птиц и шорохи насекомых. Постарайтесь сосредоточить внимание на источнике звука. Всеми чувствами воспринимайте окружающую реальность и пытайтесь ощутить атмосферу этого места. Мы настолько погрузились в телевизор и гаджеты, что иногда забываем, как выглядит настоящая земная жизнь и какие у нее истинные ценности. Конечно, прогресса не избежать, но лучше будет, если начать дозировать информационный поток. В конце концов, это ваша жизнь, и вы сами выбираете, как поступать. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А я благодарю вас за лайки, репосты и отзывы. Спасибо, что остаетесь с нами. Пока!